Согласно годовой статистике Автостат-Инфо, 3 машины возрожденного бренда Volga встали на учет в России в декабре прошлого года. Как ожидается, ежегодно в Нижнем Новгороде будет выпускаться по 100 тысяч автомобилей Volga. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. За это в конце с меня анекдот. Самое удивительное событие в отечественном автомобильном мире после 2022 года – это массовое возрождение советских брендов. Первым из них стал Москвич. Потом заговорили о возвращении Аки, но кроме слов эта идея так и не получила развития. Однако Аку быстро забыли, когда сотрудники Горьковского автозавода не только заговорили, но и представили 3 новые модели Volga, 2 кроссовера и 1 седан. Это произошло в конце мая прошлого года, правда название бренда пишется латиницей. Почему? Вопрос, наверное, к создателям УАЗ Патриота. Какие машины стали Волгами? Как и с Москвичом, ожидать полностью отечественные легковушки после 15-летнего перерыва было бы наивно. Тем более последняя Volga Cyber тоже не была полностью российской. На самом деле настоящие отечественные волжанки закончились примерно четверть века назад. Логично, что для возрождения бренда потребовался поставщик готовых автомобилей. Джак уже сотрудничает с Москвичом. Хавейл, Черри и Джили уверенно закрепились на российском рынке. Кто остался? Чанган, разумеется. Именно модели этой компании стали базой для новой Волги. В Нижнем Новгороде собираются выпускать до 100 тысяч автомобилей Волга ежегодно. Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Производство планируется организовать на базе Нижнегородского автомобильного кластера при участии технологического партнера. Экс-глава Минпромторга Денис Мантуров неоднократно заявлял о подготовке к возобновлению выпуска Волг. Серийное производство должно было быть запущено до конца прошлого года, а переход на полный цикл намечен на этот год. Volga K40 Chang'an Uni-Z – это городской кроссовер, прямой конкурент Geely Atos и Hyundai Tucson. Под капотом 1,5-литровый турбомотор на 188 лошадиных сил, разработанный в связке с 7-ступенчатым роботом. Привод только передний, зато в салоне панорамная крыша и обилие экранов. Volga K30 Chang'an X5 Plus. Компактнее и дешевле, конкурент для Москвича 3, Hyundai Creta и Geely Coolray. Стоимость этой модели в Китае составляет 1 миллион рублей, что сопоставимо с ценой Lada Niva Travel в России. Длина 4,5 метра. Под капотом тот же 1,5-литровый мотор на 188 лошадиных сил с 7-ступенчатым роботом. Китайцы любят использовать одинаковые агрегаты для машин разного класса, и это ничуть не смущает. Серые дилеры предлагают аналогичные Chang'an X5 Plus на данный момент за 2,5 миллиона рублей. После запуска локального производства на мощностях газа цена может снизиться благодаря локализации ключевых компонентов. В соответствии с постановлением правительства номер 719 о локализации, производитель, коим выступает компания производства легковых автомобилей, обязуется локализовать внушительную часть технологических операций: штамповка, сварка, окраска, локализация двигателя внутреннего сгорания, коробки передач, систем управления и лакокрасочных материалов, получают определенное количество баллов. Выпуск Volg планируется освоить на конвейере, где прежде собирали Шкоду Октавию. Volga S40 Chang'an Rayton Plus – это не кроссовер, а седан, что ближе к традиционному образу Волги. Длина 4,8 метра, класс D, конкурент Toyota Camry или возможно даже Lada Aura. Под капотом все тот же 1,5-литровый двигатель на 188 лошадиных сил и знакомый робот. Цена Chang'an Rayton Plus в Китае 1 миллион 240 тысяч, а у нас 2 миллиона 430 тысяч рублей. Однако, воспользовавшись кредитом и трейд-ин, цену можно сбить до 1 миллиона 840 тысяч рублей. Где все эти автомобили? Презентация под брендом Volga с оригинальной решеткой и логотипами состоялась в мае прошлого года. Чиновники заявили, что производство начнется до конца прошлого года, но год закончился, а новых Volg на дорогах так и не появилось. Более того, журналисты выяснили, что ни на звонки, ни на письма никто не отвечает. Что случилось? Версия 1. Chang'an и ГАЗ не договорились и проект закрылся. Это уже бывало, например, с ФАВ и АвтоВАЗом. Возможно, партнеры не сошлись в деталях и нижнегородцы ищут нового поставщика. Версия 2.
Проект заморозили из-за ситуации на рынке. Возможно, партнерство осталось, но экономические условия, курс рубля, ключевая ставка, утилизационный сбор вынудили стороны отложить запуск. Так или иначе, предпосылок для скорого возвращения Волги пока не видно. А как считаете вы, почему новая Волга так и не вышла на дороги? Ну и обещанная мною шутка. У вас тоже было? Приходишь к парикмахеру, который постоянно выкладывает фотографии красивых причесок, но вас он после стрижки не фотографирует.